Ну, мы встречаемся на серии подкастов, где мы обсуждаем интересные темы, где у нас рождается поток, и из потока мы выводим информацию. Мы также передаем вам не только информацию, но и нашу энергию, наши коды. Поэтому Мгм. каждый подкаст — это определенная загрузка. И поэтому слушайте не только умом, но и сердцем. И перед каждым подкастом мы рекомендуем выразить намерение на то, чтобы принять коды, на то, чтобы выйти на новый уровень. Ну и также от ваших желаний, то, чего вы хотите в каждой сфере жизни. Да, мы приветствуем вас, дорогие друзья. И сегодня очень интересная, очень вкусная, потрясающая, глубокая тема про деток нового времени, про беременность и про то, как раскрывается женщина в этих новых энергиях в новом мире и как космоэнергетика и космочастоты помогают в этом процессе. И я хочу спросить у тебя, Лерочка, ам, задать такой вопрос про твой опыт. Я знаю, что ты космофея, космокрестная, и у тебя есть чудесная космическая крестница. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт, как ты к этому пришла и что это для тебя значит. Ну, космокрестный быть, это, ну, это, конечно, это просто, когда ты космоэнергет и космокрестная, ну, это, конечно, феноменально. А, Пришла так, что моя ученица, моя любимая Настенька, вообще почему ученица, то, что когда она пришла на образовательный проект, именно создание проекта, но в одной из встреч она приходит и говорит: я беременна. Ну, то есть мы создали даже лучший проект, то, чем бы она Да, уже да, да. планировала создать. И в этот момент, ну, то есть у меня невероятная связь. Я не знаю, как это происходит еще до сих пор, но это такая удивительная связь с душой, с душой. И я просто настолько, у меня какая-то даже внутренняя мечта была быть крестной этого ребенка. Просто она настолько, еще когда тело зарождалось в животике у мамы, у меня уже была невероятная связь именно с Ангелиночкой. И когда Ангелиночка родилась уже, и Настя мне предложила стать крестной, для меня это было просто как честь стать крестной такого ребенка. Именно она очень мощная, она реально космическая. И ее день рождения был на летнее солнцестояние. И когда я смотрела резонанс шумный, я была просто поражена. Там настолько были огромнейшие загрузки. И, ну, конечно, это было феноменально. Я поняла, после этого точно моя доченька. И сейчас, конечно, когда мы уже встречаемся, она растет просто на моих глазах. Мы не так часто видимся, к сожалению, но мы очень часто в онлайне, и просто с каждым днем она очень быстро развивается. Она реально космическая, в ее глазах сколько мне любви, сколько света, сколько она просто одним своим взглядом, одним своей улыбки, она настолько лучезарно освещает все вокруг. И ты видишь то, что это реально ребенок нового времени, это реально ребенок вообще на других вибрациях, это другая связь, она очень осознанная, она очень быстро развивается. И ну раз мне Настенька скидывает и показывает: ты посмотри, вроде она раньше и сидеть начала, и раньше вставать начала, и ты такой: вау, обалдеть. И что мне еще удивляет, когда я смотрю на то, как она развивается, она очень в ней очень много вот этой невероятнейшей энергии жизни, встает, пробует, пытается, делает. И вот это прям, ну, за этим наблюдать очень интересно, когда ты видишь, Мгм. как работает вообще и программа работает, и как энергия работает, и насколько она очень быстрая, насколько она сияющая, насколько, ну, и также ты понимаешь то, что у ее души совершенно другие задачи, то есть она пришла Мгм. совершенно с другой задачей, она гораздо быстрее развивается, потому что ей нужно будет, ну, как бы, именно жить уже в новом мире, где сейчас у нас идет перестройка. Вот, Мгм. поэтому опыт, конечно, фантастический, потому что ты чувствуешь связь с душой ребенка, связь ментальную, физическую связь, присутствие, соединенность, связь энергии, потому что энергии другие, энергии космические, и ты связан на более тонком уровне уже с этой душой. Мгм. Поэтому, конечно, быть, ну, это честь быть крестной такой космической девочки. Это просто, Это это огромнейшая, просто безграничная любовь.
Потрясающий опыт. И мы с тобой, как мастера космоэнергетики, в этом контексте ты использовала космочастоты и энергии для углубления этой связи, для того, чтобы поддержать мамочку в процессе беременности и родов. Слушай, это, конечно, было удивительно. Я поддерживала именно в тот момент, когда Настенька уже ехала в роддом. Я говорю, Вау. Настенька, если Ух дашь мне ты. разрешение, я Мгм. буду держать частоты. Она говорит, слушай, я тебе полностью доверяю. И я направляла, то есть в момент родов, то есть я держала поле, и я держала частоты на то, чтобы все прошло наилучшим образом. Когда мне уже Настя потом позвонила, сказала, все, мы уже в палате, все, Ангелиночка со мной, я думаю, все, ну, как бы моя миссия выполнена, Мгм. все прошло самым наилучшим образом, поэтому именно в момент беременности я не открывала космочастоты, потому что у нас еще тогда и ступень другая была, Мгм. сейчас мы уже можем с ними работать именно с беременными, в тот момент нет. Именно в процессах рода, да, я держала поле. И мне кажется, ну, это тоже какую-то свою часть обязательно вклад какой-то был. Сто Особенно процентов. на тонком плане, ну, однозначно. Мгм. 100%. Э, Алиночка, я хотела бы у тебя спросить, вот как ты считаешь, вот чем отличаются дети нового времени? Вот какая вибрация вообще? Ну вот давай эту тему углубим, потому что я сейчас, ну как бы больше в мое поле начинаю приходить беременных, либо девчонок, Мгм. которые хотят прийти к пути к материнству. И первое, что я говорю, девчонки, это нужно готовиться, чтобы Да. принять такую душу высоковибрационную, нужно готовиться. И готовиться нужно на всех уровнях. Мгм. Ментально, энергетически, физически. И вот давай раскроем эту тему. Что это для тебя? Вот как ты это чувствуешь? Как ты это понимаешь? Мгм. Я с тобой полностью согласна, что детки нового времени, они космические, у них энергоемкость на совершенно другом уровне. И действительно, первая рекомендация– это готовиться мамочке на всех уровнях. Это и физическое, и работать с телом, и также с энергией, и с осознанностью. И Да, детки нового времени, они настолько осознанные, у них глаза космические, да, они да, да. видят мир по-другому, они мыслят по-другому, на других скоростях развиваются. То, что мы раньше в нашем детстве могли познавать несколько лет, они могут пройти это за несколько месяцев. Да, да, да. И та глубина вопросов, та глубина познания, с которой они смотрят на мир, она настолько потрясающая, когда раньше, несколько десятков лет назад, люди думали только о том, чтобы покушать, как бы прожить день и как бы раздобыть денег, то сейчас люди нового времени, они про осознанность, они про творение, творчество, про высокие вибрации. Это высокие вибрации— это любовь, это благодарность, это созидание, это в противоположность, противовес деструктивным программам и кодам, когда люди фокусируются только на том, чтобы выжить. Да, да, А здесь да. это люди, это настолько большие сердца, они настолько открыты миру, настолько они добрые, настолько душевные, детки, настолько они потрясающие. Да. И я искренне верю, что это глубочайший опыт как и для родителей, так и для деток. И детки здесь, особенно в это время, они а, самые большие учителя также для родителей взращивать осознанность и мыслить по-другому. Не из старых Да. программ выживания, из программ созидания, творения, любви. И это, конечно, удивительно и радостно мне смотреть и наблюдать. В моем окружении тоже много знакомых и моих близких друзей, у которых есть этот опыт родительства. И я, когда наблюдаю за их детками, ну, это правда люди нового времени, нового мира. И я искренне счастлива любому взаимодействию с такими людьми. И как классно то, что у нас есть инструментом стать вкладом вообще в принятие на земле таких душ. Да, Это вообще, это, мне кажется, самая большая награда. да, То, потому что ты что можешь... Да, провести душу на землю и помочь даже одну душу да, привести на землю, это колоссальный труд.
и это большая миссия, и это большая честь, потому что детки нового времени, их энергоемкость, как мы сказали, она абсолютно другого уровня. И чтобы провести такую душу, нужен от мамочки, от родителей нужно гораздо больше сил, и энергии, и ресурсов. Да, И то, что у нас есть инструменты нового времени, космоэнергетика, космочастоты, когда мы можем поддерживать и мамочку во время беременности, да, и физику, и психику, и взращивать осознанность, на всех уровнях работать. Но и также и во время родов и после родов первое время держать это поле и просить высшие структуры помочь в этом процессе. Это такая миссия, она абсолютно чудеснейшая, и я бесконечно счастлива и благодарна, что у нас есть да. инструменты, с которыми можем работать и помогать в этом процессе, на этом пути. А давай вот, знаешь, как ты думаешь, вот на энергоуровне, вот будущие вот мамочки, которые стремятся к материнству, чем они должны обладать? Вот давай вот такой чек-лист, ну вот из 5 пунктов. Давай, Мгм. 5-7 пунктов. Вот чем мамочка должна обладать, чтобы принять душу, вот новую душу, Мгм. высоковибрационную душу ребенка? Мгм. Это очень классный вопрос, и прям очень интересно его обсудить. Тоже хочу Мгм. тебя поспрашивать, вот поделиться, да, тут такими пунктами. Первый, вот прям сразу же, который у меня всплывает, это осознанность. Да, да, А, да. э, Когда я общаюсь с родителями вот нового времени, и у них детки появились вот последние там буквально несколько лет, месяцев иногда, они мыслят по-другому. Мгм. Это настолько чуткие люди. Они не доминируют, они взращивают, они помогают новой душе познать этот мир. И они делают это не с позиции силы и власти, и я так сказал, значит, так и будет. Как, в общем-то, нас воспитывали Да, в свое время, ну, только потому что уровень осознанности был другой, время было другое, совершенно вибрации другие. вибрации были другие, это было тяжелое время, и наши родители, они не знали, как по-другому. Но сейчас, в это время, в эту эпоху информации, когда очень много книг, когда очень много информации о том, как экологично это можно делать, как это можно делать без травм, а наоборот, через любовь, через добро, через благодарность. И первое, пункт поэтому в этом списке — это осознанность. Да, Когда 100%. родители очень осознанно и внимательно относятся к ребеночку, наблюдая, не подавляя, а наоборот, взращивая, воспитывая ось, воспитание, как воспитывать ось, и показывая ему мир. То есть родитель — это проводник новой души Да. в новый мир. Так Стоп. что это первый пункт. А второй пункт, как ты думаешь, вот в твоем, тоже с твоей точки зрения, что бы ты выделила и что бы мы поставили на второе место здесь? Слушай, это состояние. Вот М, это состояние, это когда, ну вот, как я это чувствую, как я это вижу, мамочка, она готова стать мамой. Есть такая, мгм, знаешь, прекрасная фраза в психологии. Ты хочешь быть мамой или хочешь иметь ребенка? И вот когда человек говорит, хочу иметь ребенка, значит, он не готов к материнству. И я мгм, все-таки, знаешь, за то, чтобы женщина стремилась стать матерью, стремилась познать опыт мгм, материнства. И вот в этом опыте материнства, оно, ну просто, оно стоит, знаешь, очень близко, это состояние материнства. А что такое состояние материнства? Это все-таки, безусловно, любовь. Это да, быть в состоянии принятия, в состоянии дарения, в состоянии в теплости, в состоянии безопасности, когда ты мгм, сам безопасный. Ну, то есть внутри тебя ты наполнен любовью, и эту любовь ты готов да, давать, ты ее готов транслировать. И твоя любовь, она безусловна, она мгм, принимающая, она теплая. И вот мгм, здесь все-таки вот это состояние, когда ты уже выходишь вот в это высоковибрационное состояние, когда уже новой душе будет комфортно в этом состоянии расти, развиваться, когда он будет, ну, как бы купаться в этом, потому что мгм, душа, она, почему мы говорим то, что новые души, они на новых вибрациях находятся, они более высоковибрационные, они уже с другими программами, с другими настройками,
То есть им уже там тревога и страх, оно просто не перманентно, они уже, ну, как бы, это уже, ну, прошлый век, это прошлый уровень, то есть это даже, ну, они не соотносятся по вибрациям даже с этим. И Мгм. поэтому для мамочки очень важно иметь вот это состояние высоковибрационное. Это состояние, конечно, стремиться к безусловной любви, к принятию, к теплоты. И когда женщина обладает этим внутренним состоянием, когда она спокойна, когда у нее есть вот это состояние наполненности. И я считаю, что второй чек-лист обязательно это выйти в это состояние. Мгм. Это уже закрыть все свои, как бы, травмы, уже закрыть, выйти из всех своих деструктивных программ, уже вот с собой договориться и уже обрести вот это состояние спокойствия и из него давать новую жизнь. Полностью согласна. И в работе с женщинами, которые хотят ребенка, и они приходят с таким запросом, что они пробуют и не получается. И когда мы разбираем в глубине, один из аспектов важных это то, что женщина не готова, потому что она закрыта, у нее заблокированы чакры, она где-то еще в своих процессах, у нее нет вот этой любви и готовности делиться любовью, потому что ее много. Это когда ты не отдаешь последнюю нитку, каплю, последний кусок хлеба, как раньше говорили, отрывает сердце, а потому что в тебе так много любви, и ты готов делиться, и готов делиться и провести человека в новый мир, и ему дарить эту любовь, Да. безусловную. Не потому что ты хочешь хорошего ребенка, и только тогда ты будешь его любить. А ты, безусловно, любишь дитя, каким бы оно ни было, какой бы путь человек этот не выбрал в этой жизни, ты просто его любишь, безусловно, и готов дарить ему и свет, и любовь, и заботу, потому что ее в тебе много, ты готов к этому. И мы как раз на сеансах космоэнергетики также работаем с состоянием, чтобы женщина прочувствовала, каково это, и уже из этого состояния и шла дальше по пути к материнству, к этому чудеснейшему состоянию и абсолютному чуду. Я к этому действительно Да. отношусь как к чуду провести душу в этот мир и провести нового человека. Это абсолютно чудеснейший процесс. Ну, что может сравниться с тем, чтобы новый человек появился в этом мире? Это потрясающе. Да, я тоже, знаешь, феноменально. Для меня это просто космос космический, когда ты смотришь в глаза, вот, ну, вообще в глаза ребенка ты смотришь, Мгм. понимаешь, там целая вселенная, Да, да, да. целый мир. Я И там, каждый да, раз это вижу и читаю, и каждый раз, когда встречаю, глаза смотрят в самую душу. Вот такая глубина всегда, и меня это всегда восхищает, когда я вижу детей даже вокруг, просто на улицах. Маленькие детки, они абсолютно с нереальными глазами, которые вот как будто бы сколько читают тебя на любви всех в них, уровнях. вот просто Да. сколько любви. И она Мгм. просто, она безусловная, и он Мгм. просто любит, он Мгм. просто, вот сколько любви к жизни, сколько Мгм. желания познавать этот мир, сколько желания вставать, падать и вставать. И вот ты Мгм. смотришь, думаешь, обалдеть, вот насколько, то есть, ну, вот это желание жить, насколько оно Мгм. Да, интерес ярко, к жизни да. и познание всего вокруг. И И какая поэтому, реакция на все. да, 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 да. И поэтому это настолько же ценный опыт для родителей, как и для ребенка. То, что ребенок делится этим тоже состоянием, и да. происходит такой обмен, и родители учителя для ребеночка, но и ребеночек учитель, один из важнейших, главнейших в жизни, и он также делится этим состоянием и новым взглядом на мир. Да. Задавая вопросы, о которых человек никогда в жизни бы не подумал, родитель, ребенок задает глубочайшие вопросы и также через вопросы взращивает осознанность родителя. И это удивительный, потрясающий процесс, очень ценный. Вообще очень ценно. Как ты думаешь, какой следующий пункт? Мгм. Третий. Следующий пункт я могу назвать это физическое состояние, физика и Вопрос. тело.
Потому что тело — это также один из главных учителей в нашей жизни. Это наш ближайший друг, и тело помнит все, и оно мудрое. И состояние тела, оно отражает наше психоэмоциональное состояние, наш уровень осознанности, нашу соэнергию с миром, с планетой, с космосом в этом дне. И если женщина готовится к этому процессу, у нее есть время, то уделить внимание телу, где-то его исцелить, где-то оно недолюбленное и полюбить его, Да. а, приласкать, где-то, наоборот, привести себя в форму и сбросить, скинуть что-то лишнее, что ты годами на себе тащил. А, как бы почувствовать его на новом уровне, каждую клеточку. Потому что когда ребеночек внутри, это же такая глубокая, тончайшая настройка и физика, и энергия. И чем глубже ты чувствуешь свое тело, тем лучше ты уже с самых первых дней чувствуешь и ребеночка, как он развивается на энергоинформационном уровне. И поэтому чувствительность тела, она настолько важна и настолько важна, особенно в этот период, и влияет на и период беременности, и родов, и первые месяцы после. 100%. Это, кстати, настолько круто, что ты об этом сказала, потому что часто, очень часто нету вообще контакта и связи с телом. То есть Мгм. вообще человек в погоне за там, достигаторством, за материальным, за ценностями, он теряет вот этот контакт с телом, потому что ну, тело, оно нам сигнализирует, оно реально помнит все, и оно честно с нами разговаривает. Просто в погоне за там, какими-то целями человек Мгм. перестает его слышать и теряет контакт, то есть связь разрывается. А потом уже, когда только на каких-то более серьезных стадиях человек начинает понимать, блин, мне надо что-то менять, что-то надо с этим делать. Но вот этот контакт с телом, это, кстати, очень важный момент. Это и принятие своего тела вообще, какое оно есть, и общение со своим телом, и Мгм. познание своего тела, знакомство. Потому что для многих вообще, знаешь, такой разворот к себе, это становится очень новым. А вообще, а какой я, а какое мое тело, просто, знаешь, знакомство. И потом, когда ты начинаешь знакомиться, ты начинаешь принимать. Мгм. И принимать Мгм. свое тело в любых состояниях. И принимать, Мгм. оно может набирать вес, оно может худеть, оно может быть разным, оно тоже живое, и оно Мгм. видоизменяется. И вот этот момент реальной чувствительности и контакта со своим телом, потому что именно тело это является самым большим органом, и через тело мы познаем также наш физический Мгм. мир. И поэтому это один из очень важных аспектов. Мгм. 100%. Какой бы ты здесь еще выделила пункт важный для, если есть возможность у женщины подготовиться, то на что ей стоит обратить внимание? Слушай, я бы здесь взяла бы два аспекта. Это Мгм. я бы и со стороны психосоматики, вообще Мгм. психологии я бы подошла. Мгм. Знакомство с телом, вообще убрать все блоки с тела, вот прям поработать через телесно-ориентированную психологию, прям ну, в это направление пойти, вот прям убрать все блоки с тела. Мгм. Потому что это не отжившие эмоции, заблокированные эмоции. То есть убрать его именно через тело, через зажимы уже на физике. То есть Мгм. не на уровне энергетическом, а зажимы в теле. Это первый аспект. Второй аспект, это, конечно, ну, это тренировки. Я бы и сделала бы тренировки, акцент на этом, но не на тяжелый там качалка, там тренажерный зал, а вот именно на растяжку, на такое, на более плавно, чтобы и контакт с телом наладить, и Мгм. подготовить его там к беременности, и вот такой, знаешь, микс и женственности, но тут опять же каждый найдет себе, кто-то, может быть, танцевальные тренировки нравятся, кому-то больше потяжелее, полегче, ну вот Мгм. выбрать для себя формат, и этот формат, это я уже из прошлого опыта могу сказать, из бэкграунда тренерского, что очень важно найти, от чего ты кайфуешь, потому Да, что да. чтобы тренировка стала ресурсной.
То есть Мгм. и очень важно здесь отслеживать, я после тренировки, ну, в каком состоянии оттуда выхожу, выжатый как лимон, или я наоборот преисполняюсь, то есть меня наполняет эта тренировка. И вот здесь я бы выбрала то, что наполняет, то, что зажигает, и то, что тебе, как бы, ты видишь изменения в своем теле, контакт со своим телом. Вот, Мгм. я бы два аспекта здесь выделила. Может быть, Мгм. ты что-то хочешь добавить? Очень круто, когда вот есть контакт с телом, утром просыпаешься, и ты Мгм. уже чувствуешь, чего О, хочется сегодня. это супер, да. Сегодня я вот хочу там силовую тренировку, классный день для того, чтобы там, мышечную массу в Да. тонус привести, нарастить. Сегодня, там, на следующий день я хочу кардио, хочу на пробежку выйти. Послезавтра я просыпаюсь, хочу растяжку, вот прямо телу вот хочется вот прям потянуться, Класс, да. замедлиться, йога. И вот это то, что я сейчас делаю. И буквально сегодня вот я просыпаюсь, на улице светит солнышко, все классно. Но вот такой, особенно это важно, что у женщины есть цикличность, и состояние зависит от дня Да. цикла и от того дня, от того состояния, в котором она пребывает вот именно в этот момент, именно сегодня. Плюс сонастройка с планетой и с космосом именно в этом дне. То есть настолько много факторов, что самый лучший путь — это чувствовать своего тела, слушать его. И когда у тебя уже есть особенно полезные привычки, ты просто просыпаешься и знаешь: "Я хочу вот это". Все, у тебя уже есть ясность, на что обратить внимание сегодня и помочь своему телу. И, и я, получаю удовольствие, кайфую от того, что вот каждый день есть разнообразие, и ты просто в это играешь и получаешь удовольствие, следуя вот за этим зовом, что хочется именно, Офигенно очень. сегодня. И да, и особенно когда уже есть полезные привычки, ежедневные такие ритуалы, это становится супер легко. Никаких вот усилий ментальных, чтобы там заставить себя через силу, как это было раньше, достичь каких-то результатов от слова "стягать себя", заставить себя через силу воли. А здесь, наоборот, ты уже постепенно, маленькими шажками, через женскую энергию, через любовь и заботу к телу, заботу о теле и внимание к нему выбираешь самые лучшие для себя инструменты. Не потому, что тебе сегодня кто-то сказал, что там хороший день, и светит солнце, и ты должен идти на пробежку, а ты вообще не хочешь, тебе вот хочется сегодня потянуться, йогу сделать, замедлиться, наоборот. И когда ты себя слушаешь, в этом самая большая ценность. И самый кайфовый, наверное, такой режим, Да. доверия к себе, и выбор себя, а не Ой, это кого-то из, "Инстаграма" или, кто-то тебе из, "Ютуба" сказал, что вот сегодня делай вот это или кушай то. А вот когда ты чувствуешь, сейчас я хочу вот эту тренировку, а на обед я хочу авокадо, и овощи, или вот такой салат, или вот этот салат. Вот это самый классный режим, вот интуитивное питание. И Мгм. питание, естественно, это также важнейший аспект. И такие интуитивные тренировки. Слушай, супер. Причем это ты уже такой хороший уровень задала, чтобы и чувствовать, и что ты хочешь покушать, и как потренироваться, и быть в Мгм. доверии, в безопасности. Это все, кстати, те пункты, к чему стоит стремиться и к Да. чему стоит прийти. Потому что, ну, это must have, без этого, ну, уже И никуда. при Потому этом что, да-да-да. да, И это путь. То есть это не то, да. что, ты можешь, сделать там в один день. И мы не говорим о том, что, вот завтра нужно начать сразу же делать тренировки и, правильно питаться. Но это путь, и каждый день, по чуть-чуть выбирая себя, по чуть-чуть прислушиваешь к себе, добавляя практики, добавляя, сеансы космоэнергетики, 100%. заботу о себе. Даже 5 минут, 10 минут, 15 минут. Но когда ты идешь по этому пути, результат не заставит себя ждать. И то, что тебя ждет, это такое глубокое удовольствие от жизни, от того, что ты есть в этом теле, от того, что ты чувствуешь. Это глубина принятия. Да, вот я сегодня проснулась во второй день цикла. Я понимаю, что я там сонливая, у меня там легкая отечность, но вот Но мы
когда Эфир не сонастраиваешься. отменили. Да, мы эфир не отменили, потому что, что я сделала? Я утром сделала свои тренировки. На перекус у меня был как раз авокадо и тофу, вот что захотелось. Мгм. И плюс космочастоты и каналы богинь египетских, инициацию которых мы прошли, и инициацию которых мы дарим женщинам, они настолько помогают, настолько поддерживают, и даже вот в такие состояния, когда кажется, как будто бы не выспался или не подавлен, может быть, настолько все вокруг поддерживает и помогает получать удовольствие в любых состояниях. Не только когда ты в ресурсе, ты готов Да. сиять, проводить эфир, но вот даже в таком состоянии эфир мы не отменили, и я реально кайфую и получаю удовольствие и от нашего общения, и от сегодняшнего дня, в любых проявлениях. Вот это вот глубокое удовольствие, когда ты играешь, и когда ты играешь, принимая разные краски этой жизни, и ценность не только в хорошем, не только, Да. только жить и каждую секундочку чувствовать высочайшие вибрации, но принимать глубокий спектр всей жизни, и принимать, все проявления своего тела и относиться к нему с глубоким уважением и любовью, вот это чистый кайф и чистое удовольствие жизни, и такая глубокая честность, Да. а, м, это бесценно. Слушай, это знаешь, как круто. Поначалу-то это же реально путь, то есть ты и теневые свои части проживаешь, и Мгм. светлое, и темное, Да. и ты вообще начинаешь, ого, я и такой, такой. Мгм. И, ну, то есть это реально путь. И ты там и свои травмы принимаешь, и там свои, ну, как бы аспекты, в которых ты проявляешься, Мгм. и там тебе это всё нравится. Но вот это само принятие, это такой кайф, это такая свобода. Ты можешь быть собой, ты можешь быть Мгм. любой, ты можешь быть и такой, и такой, и такой. И в этом вся вообще, мне кажется, магия женщины, ее магнетизма, то, что она может быть любой Да. вообще. И я наверное, и Да-да-да. вот какой месседж я бы Мгм. вообще всем женщинам, особенно в пути материнства, позволить себе быть любой, вот просто принять Мгм. любую свою часть, принять любую свою ипостась, Мгм. принять, полюбить. Вот знаешь, как я на сессиях говорю, вот я люблю свою неидеальность, вот так возьму и поцелую просто. Ты просто, я бы, понимаешь, я бы вот все, что ты видишь в себе, либо что-то тебе не нравится, ты просто зацелуй это. Ну вот Мгм. да, ну вот злюсь, вот гневаюсь, вот просто. И я еще такую фразу говорю, я говорю, позволь себе быть тварью. Ну вот реально Мгм. позволь себе это реально роскошь. Но если, то есть это многие же привыкли быть хорошими Да-да. девочками, да, вот свои какие-то теневые аспекты боятся проявить. Блин, а ты выпусти этот теневой аспект, выпусти и полюби ее. И это гораздо, в этом есть гораздо больше проработка, Мгм. нежели любить хорошее. Хорошее просто любить. А ты попробуй полюби свою тень. Мгм. Вот тут вопрос. И вот когда ты вот эту тень полюбишь, вот тогда Мгм. ты выходишь в Мгм. принятие. И Мгм. тогда ты свои лишние килограммы принимаешь и любишь их, тогда ты и свои аспекты Мгм. все, ну, то есть Мгм. все свои предпочтения, и ты разрешаешь себе проявлять, пробовать, вкушать, и тогда происходит раскрытие. И Мгм. поэтому я предлагаю тогда к следующему пункту. Как ты думаешь, какой следующий пункт? Вот этот пункт, он из практики, Мгм. сеансов космоэнергетики. Г Это пункт про, род. И я с ним очень много О, работала. Это очень глубокая тема. Я много лет назад начала, интересоваться, этой темой, именно для себя сначала. мгм. И я даже для себя составляла, огромное родовое дерево, прям Офигеть. на 6-7 поколений. И это мне помогло, начать вот этот путь, связи с моим родом. И то, что мы делаем на сеансах, мы, настраиваем, и мы углубляем, мы раскрываем связь со своим родом. И это настолько это мощный, глубочайший, нереальный ресурс, а, Сто. когда ты часть своего рода, и ты принимаешь дары своего рода.
А И ты здесь я не говорю про проработку, там, в каких-то родственников, принятиях, а именно такая любовь энергетическую. энергетическое принятие, когда ты принимаешь и по маминой линии, и по папиной линии все ресурсы, все дары, и чувствуешь себя Под таким защиту. под защитом своего рода, да. Потому что эта тема про детей — это же, прямая тема, рода, и ты также дальше передаешь, все эти ресурсы, дары, защиту следующему поколению. И Да, когда ты, ам, принял сам эти дары, ты готов ими и дальше делиться и рассказывать своим детям, какие они счастливчики, что да. они пришли в этот мир именно в этом роду, какая у них сильная связь, какой сильный род по маминой, по обеим линиям, и по маминой, и по папиной. И вот то, что мы делаем, мы устанавливаем также на сеансах вот эту связь, мы ее углубляем по обеим линиям. Неважно, какие были события, какие были, события в детстве. Это, аспекты больше психологии, которые мы Да. уже затронули, психосоматики, детских травм, проработка этих детских травм на уровне тела, на уровне психики. А здесь это уровень энергии. И тот уровень, когда ты чувствуешь себя вот именно, с точки зрения энергии частью чего-то большего. И это чувство, вот как я себя сейчас чувствую, счастливейшим человеком, что я родилась именно в этом роду. Сто И процентов. такая глубокая Любовь, благодарность да. каждому члену рода. Это большой дар. И я готова им делиться дальше. И я вот предвкушаю, как деткам можно будет рассказывать и показывать фотографии, и рассказывать, какая-то великая ценность прийти в этот мир и родиться именно в этом роду. Причем это настолько must-have, это такая база. Мгм. Это причем реально неважно, там, хорошие отношения в жизни, Мгм. нехорошие, там, как бы вы ни относились, но вот это принятие своего рода, быть частью этого рода, принять его, взять у него дары, прям научиться брать у своего рода, быть под защитой своего рода, это вообще это основа, это вот реально, Мгм. это такая база, потому что мы все находимся в системе, мы рождаемся в системе, система всегда больше нас. И когда ты исключаешь, ой, я не из этого рода, я не из Мгм. этого, ты настолько от себя отрубаешь вот эти крылья, Да. ты такую силу, ну, лишаешься своей силы. Кстати, это одно из причин, почему материнство не получается. Мгм. Я считаю, потому что не хватает мощности, не хватает энергии рода, корней. Ну вот Да. представляете, это самое, как у дерева, убрать корни. Мгм. Какое бы оно самодостаточное не было, какое бы оно мощное не было, но без корней он Мгм. не то, что он даже самостоятельно не сможет там расцвести, поэтому здесь корни, соединение со своими корнями 100% must Да, have. это опора, это база, Да, это правда, как у древа, корни, и ам, почва, и тот ресурс питают эти корни, и ты как древо да, впитываешь, чтобы потом цвели цветы и плоды появлялись на этом древе. Но весь ресурс, он же идет из корней. да. И следующий пункт, ты знаешь, он, кстати, классно вытекает, это быть энергетически готовым принять такую высоковибрационную душу. Это, Мгм. конечно же, работа с чакрами, это работа с тонкими телами. Я считаю, то, что для современной женщины, для современного материнства это просто один из самых главнейших пунктов Мгм. для того, чтобы максимально циркулировала энергия, для того, чтобы быть в гармонии, в балансе, для того, чтобы... Потому что мы, когда балансируем всю чакральную систему, мы также балансируем все сферы жизни Мгм. человека, то есть его состояние. И, ну, как бы мы работаем на всех уровнях. Поэтому, безусловно, это работа с чакральной системой. И когда мы через космоэнергетику работаем с чакрами, то мы повышаем вибрацию и излучение мамочки. И именно в этот момент появляется готовность принять душу высоковибрационную. Да, и к тому же мы просим защиты, поддержки кураторов, святых.
на этом пути. И очень часто это настолько глубокий свет и любовь впускаются в канал на сеансах, и это чувствуем, конечно, и мы, как мастера космоэнергетики, мы стоим в том же потоке энергии, и, конечно, наши клиенты и будущие мамочки, и просто купаешься Да, в этой любви, в этом свете, и это настолько увеличивает вот этот энергопотенциал, и способность привести, сильную душу, в этот да. мир. И это очень круто. Это очень интересно наблюдать. И великая Даже ценность в этом. помнишь, вот когда мы проводили Насте сессии, и Ангелиночка, она просыпалась к сессии, Да, да. и насколько это просто настолько красивейший процесс, когда Настя Мгм. просто держит на руках младенца. В этот Мгм. момент мы проходим Мгм. сессию с космочастотами. Ну, это, конечно, это так Это красиво. это было И, восхитительно. и насколько И Ангелина, она правда вот прям она ангел. У прям нее имя купалась, да. Ангелина. И я вот, когда на неё смотрела, это прям Мадонна с младенцем. Да, И она всегда такая спокойная и, да, да. была. И на наших сеансах она, правда, просыпалась, к сеансу и спокойненько лежала на ручках, под этим потоком космочастот. Это прям лучшее лучшее место, Да. чтобы искупаться в этих энергиях. И удивительно, как ребенок буквально, вот с самого рождения тонко чувствует и, стремится вот прям к вот этим энергиям и быть в них. Думаю, это о многом говорит. Мгм. Я считаю, что дети, они настолько чувствуют. Поэтому Да. 100% это работа с, там, следующий пункт, это энергетическая. Давай, я думаю, еще, наверное, пункт добавим, вот после энергетической работы, Мгм. что еще можно добавить? Вот это вишенка на торте. Да, Это, это съездить в я Energy Trip. это Это просто... это просто Вот это реально, ты когда сказала вишенка на торте, это знаешь, то, что первое, то, что пришло. Energy Trip. Девочки, это 100. просто must have. Просто must have. Это лучшее, что с вами может случиться. Вот реально, если подготовка, то только такая. Да. Это то, что мы сделали буквально несколько месяцев назад, в Египте, и это то, что разделило жизнь на до и после. Это настолько, раскрывает канал космический. И это как раз, вот эта вишенка на торте — это наша корневая, не корневая, а коронная, чакра, связь с космосом. И Египет — это то место, особенно когда мы были в пирамидах и медитировали в пирамидах, это Все, то, у что нас просто следующий подкаст пошел, да? да, про это мы точно запишем отдельно, про пирамиды и про то, какие мы практики там делали, как медитировали. Но в Energy Trip у тебя все блоки, вся старая жизнь, весь балласт, который был накоплен, какие-то старые программы, их просто вышибает таким потоком, раскрывает тебе все каналы космические и настраивает на высшее я, на звучание души, на вот эти тончайшие высоковибрационные настройки ты получаешь там. И вот эта вишенка на торте, когда мамочка, и оба родителя, на самом деле, они на высшем я, на канале, они слышат себя, слышат свою душу, исследуют свои интуиции, так это еще называют, когда они просто знают, что делать, как лучше для себя, как лучше для ребеночка, что он хочет в этот момент, как ему лучше показать. Ам, Даже когда ребеночек еще не говорит, но уже чувствуют родители, знают, вот яснознание. Это один из аспектов, когда ты на канале, на высшем я и на связи со своей душой, когда ты просто знаешь, что делать лучшим образом и для себя, и для ребеночка. И при этом тебе не нужно, а, тебе не нужно играть какую-то роль, тебе просто нужно, ты просто в честности с собой. Потому что дети, они ведь тонко чувствующие. Ты можешь, надеть Да. улыбку и говорить, что все хорошо, но если ты чувствуешь внутри, что нет, и чувствуешь себя паршиво, ну, дети все чувствуют. Дети — зеркала, и ты их не обманешь. Они настолько, особенно дети нового времени, они чувствуют все. И поэтому Они
Когда-то Уже с на этими настройками они уже рождения. родились, да, с этими настройками. И только когда ты в честности с собой, и ты слышишь свою душу, и ты видишь в этом новом человеке его душу, читаешь его душу, и у вас разговор идет на уровне души, на уровне сердец, тогда случается магия и ну, и лучший опыт, который можно только придумать в этой жизни. Да, это 100%. И что мы пожелаем женщинам, девушкам, девочкам, которые проходят, либо уже проходят путь материнства, либо стремятся к этому? Что мы пожелаем? Мгм. Вот первое слово, которое у меня возникает, конечно, это любовь. И настолько я желаю любви каждому, кто соприкоснется с этим эфиром, принять коды. И вы также можете выразить намерение на принятие этих кодов, на принятие кодов космических, космоэнергии, кодов Египта, кодов Атлантов, которые мы транслируем, и кодов любви, именно высоковибрационной любви, безусловной любви. Через любовь все начинается из сердца, и дальше все эти пункты, которые мы также опишем и в телеграм-канале, списочком и с нашими рекомендациями, и там и будем вас поддерживать на этом пути. Вот все начинается с вас и с вашего сердца, с вашей души и состояния любви. 100%. И только полюбив себя, вы можете дарить эту любовь другим. Мгм. Поэтому я желаю, я полностью присоединяюсь к каждому слову, просто полностью. Я желаю каждой вообще, каждой девочке, женщине вообще, которая стремится к материнству, вот познать любовь по отношению к себе. И полюбить каждую свою часть. И зацеловать каждую свою неидеальность, зацеловать Мгм. каждую свою теневую сторону. И исцелить каждую свою травмирующее событие. И наполнить себя тотальной любовью. Мгм. И из этого состояния создавать свой главный проект в жизни. Да. Мы вас с удовольствием поддержим на этом пути. Ура! Целуем Подписывайтесь, вас. Да. да, подписывайтесь, переходите в Телеграм. Целуем, обнимаем и до скорых встреч. Пока-пока.